середине XIX века Каморра в буквальном смысле стала институтом власти для простолюдинов, до которых официальным властям никогда не было дела. Каморра буквально навязала свои порядки и правила, по которым был вынужден жить весь город. Как и любая суверенная организация, которая намеревалась пользоваться всеобщим уважением и страхом, у Каморры был собственный суд, или вернее сказать суды, которые варьировались от простых, называемых мама, она же мать, до высших, называемых гран-мама, она же высшая мать. Первых судов, матерей, было всего 12, как и районов города, и они имели сугубо районную юрисдикцию, где капентрити, они же районные боссы, решали споры внутри своих владений. Великая мать была единственным судом, но в ее компетенцию входил не какой-то один район, а весь Неаполь. Фактически, это был суд всей Каморры, где роль верховного судьи исполнял капентеста, он же верховный босс Каморры. А его титул назывался «Мама Сантиссимо». Суды не просто так назывались матерями, поскольку девиз судов Каморры гласил: «Здесь суждения верны, потому что только матери судят своих сыновей не пером, а сердцем и разумом». Члены Каморры решали тут свои личные споры, но и также были вынуждены ответить за преступления против организации. У матерей и высшей матери был процессуальный кодекс, согласно которому, помимо прочего, приговоры должны приводиться в исполнение джановати анарати, то есть рядовыми боевиками из малых сообществ, которые выбирали путем жребия. Обычно высшая мать состояла из мама сантиссимы, то есть верховного судьи. Один капентрита выступал в роли председателя. Кантайоло, он же бухгалтер, выступал в роли прокурора, а двое или трое камарристи выступали в роли судей. Также было двое адвокатов защиты, которые избирались среди самых образованных членов Каморры, и несколько членов малого сообщества служили в качестве охраны. У матерей, за исключением мама сантиссимы, состав был тот же самый. Люди, присутствующие на заседании, также могли высказать свое мнение. Также важно отметить, что не члены Каморры, то есть простые граждане, также присутствовали на таких судебных процессах и даже выступали в роли обвиняемого. Обычно на судах было 3 варианта. Первый. Если оскорбленный был полноправным членом Каморры, а обидчиком и виновным член малого сообщества, то исполнителем наказания был другой член малого сообщества, которого выбирал оскорбленный. Второй вариант. Если оскорбленный и обидчик были одинакового ранга, то исполнителем наказания был друг оскорбленного. И третий вариант. Если виновный не был членом организации и вообще не имел к ней никакого отношения, то члены малого сообщества сами выбирают, кто будет исполнителем наказания. Наказания делились по степени тяжести в порядке убывания. 9 место. Это сокращение доли. 8 место. Лишение доли. 7 место. Временное или постоянное изгнание из организации. 6 место. Публичная пощечина или плевок в лицо. 5 место. Нанесение сфреджи, то есть пореза на лице осколком стекла. 4. Нанесение сфреджа тупым лезвием или старой бритвой. 3 место. Нанесение сфреджа острой бритвой. 2 место. Нанесение сфреджа острым предметом, а сам порез был обмазан человеческими фекалиями либо мочой. И, наконец, 1 место. Смертная казнь. Тип применения наказания зависел от тяжести обвинения. Обычно убивали колющими ударами кинжала или ножа в грудь, но в знак большего презрения распарывали живот. Великая мать обычно собиралась поздней ночью в доме какого-нибудь пожилого каморристы, который должен был обеспечить просторную комнату с большим столом, 10 стульями и распятиями. Но если было небезопасно собираться в чьем-то доме, то суды проводились на свежем воздухе в сельской местности. С 1840-х годов Великая Мать теперь собиралась только в пещерах кладбища Фонтанелли. Порезы на лице, они же сфреджо, были визитной карточкой Каморры. Считается, что изначально такие порезы появились среди проституток, поскольку так сутенеры наказывали своих женщин. К середине 1800-х годов сфреджо уже стали неаполитанским обычаем, а с 1830 по 1840 год этот варварский обычай обезображивания стал настолько частым, что власти уже не могли закрывать глаза и были вынуждены принять меры. За ношение холодного оружия ужесточились наказания, стали проводиться постоянные обыски. Но каморристы придумали хитрость. Они брали монету и затачивали ее, чтобы можно было делать порез, а из-за ее небольшого размера монету можно было легко прятать. Сами сфреджо делились на 2 типа. Дисциплинарные, которые применялись в качестве наказания, и шрам любви. Если про дисциплинарные сфреджо уже подробно рассказано про суды Каморры, то шрам любви не имел никакого отношения к делам организации. В большинстве случаев это было личной инициативой какого-нибудь каморриста или платной услугой для третьих лиц, не состоящих в организации. Шрам любви, как уже понятно из названия, был связан с делами сердечными, когда из-за своей неразделенной любви горе-жених таким жестоким способом пытался привязать объект своей любви к себе, руководствуясь логикой: если не мне, так никому, при этом уродуя
ей лицо. Естественно, что после этого у женщины было мало шансов найти себе жениха. Сам порез в таких делах обычно делался обручальным кольцом. Как только девушка была изуродована, семья жениха идет к семье девушки и договариваются о свадьбе. Ужасная ирония в этих шрамах любви еще заключалась в том, что девушки, как правило, гордились своими обезображенными лицами, как солдаты, получившие свои шрамы на войне, поскольку эти порезы на лице буквально говорили всем, что эти девушки являются собственностью Каморры. Еще проблема в этих шрамах любви заключалась в том, что власти не могли с этим ничего сделать, потому что семьи жертвы отказывались обращаться в полицию, а сами власти зачастую старались не лезть в семейные дела. Шрамы любви также делались в качестве наказания, когда девушка подозревалась в измене или была застукана за ней, или осуществила предательство иного типа. Эти порезы наносились так же, как дисциплинарные, по приказу матерей или Великой Матери, но в основном применялся метод, когда им режут лицо острым предметом и обмазывают порез фекалиями либо мочой. Левой рукой исполнитель держит свою жертву за волосы, а правой делает свое дело, при этом ругая ее самыми непристойными словами. Вот так выглядело в буквальном смысле уродливое лицо Фемиды Каморры, с которой был вынужден считаться весь Неаполь. И никто не хотел, либо просто не мог ничего поделать. По таким варварским законам Неаполь будет жить еще очень долго и, к сожалению, не сможет оправиться вплоть до наших дней.